Какие проекты экосистемы Monad раздадут самые крупные дропы? Досмотри видео до конца, будет полезно и интересно. Погнали. Думаю, это будет крайнее видео по Monad экосистеме, поэтому внимательно смотри то, о чем я хочу рассказать. На своем экране ты видишь проект, который лично я отрабатываю, какие-то у тебя также есть списки отработок, каких-то нет. Но сегодня я хочу рассказать о другом моменте. Эту таблицу я создал для того, чтобы объяснить, какие проекты потенциально могут раздать дроп и какой профит в определенном процентном соотношении можно получить. То есть, если мы берем снизу вверх, так и пойдем. Это потенциальный, это Gold, это Diamond и Альфа проекты, от которых я жду больше всего интересных ревардов. Поэтому давайте начнем с самого начала. У нас есть такая вкладочка потенциальные. Это те проекты, которые я отрабатываю, какие-то активности уже сделал, какие-то роли имею. Здесь мы с вами можем увидеть два декса, это Monorail и Maze. Это два простеньких декса. Я их отправил в потенциальную сетку не потому, что они простенькие просто с точки зрения визуального, но и с точки зрения комьюнити, с точки зрения фондов, есть ли фанрайз, нету фанрайза, активна ли команда. В общем, все эти параметры я сложил, и из всех проектов, именно из дексов, Monorail и Maze у меня находятся в потенциальной, то есть не уверен, что они вообще раздадут дроп. Я их также отрабатываю, но в последнюю очередь. Далее у нас есть проект, который называется iJarvis. Я уже часто упоминаю его в прямых эфирах, если вы наблюдаете. Также рассказывал в голосовом. Как раз таки это тот проект, который позиционирует себя как АИ. То есть к самому АИ я сомневаюсь, что он относится. Просто сейчас это в тренде, в принципе, поэтому добавили вот такую вот плашечку. Почему я отправил его именно в потенциально? Не уверен, что раздадут какой-то дроп, потому что слабая комьюнити, какие-то странные действия. Очередной минт NFT, то есть был первый сезон, второй, четвертый. То есть, соответственно, размывается полезность, supply растет, и никому эти NFT не нужны. Грубо говоря, если был бы всего один минт на 555 NFT и какую-то полезность, utility бы дали этому продукту, то я думаю, совсем иначе все было. Поэтому это NFT коллекция больше, чем АИ. И я не думаю, что что-то интересное там будет, несмотря на то, что раздают множество ролей в Дискорде. Но мы с вами посмотрим. Также есть NFT комьюнити MeowNuts и MonGang. Также на ранних стадиях заходили, какие-то роли там присутствуют, но я не думаю, что эти NFT комьюнити проекты, то есть это обычные юзеры создали без каких-либо фанрайзов, сильных поддержек, какой-то дроп, либо какие-то реварды, либо их NFT коллекция на майнете очень хорошо себя покажет. Возможно, какие-то из этих NFT комьюнити проектов в майнете вообще испарятся и даже не выйдут. Поэтому я отправил их в потенциал. В эту же категорию добавил проект Nine Compup, о нем я уже рассказывал, и доменной сервис под названием NodName сервис. Соответственно, сколько этих доменных сервисов было, ни одной полезности именно на майнете я не увидел, кроме того, как просто визуально вместо ваших цифр, адреса вы видите красивое имя. Другая совсем ситуация была в Тон, блокчейне экосистеме Тон, где в принципе на фрагменте можно было перепродавать свои имена в Телеграме, но там совсем другая история. Поэтому о каких-то дропах, я думаю, этих проектов не стоит ожидать. Небольшой анонс. Расскажу о 5 преимуществах, почему я вместе с комьюнити торгую на бирже BingX. Первое и самое главное — моментальное решение каких-либо вопросов через меня лично. Одни из самых низких комиссий на рынке, большое количество торговых пар, предоставление повышенного VIP-статуса за переход из другой биржи, простой удобный интерфейс для начинающих и индивидуальная поддержка для VIP-трейдеров. Также отдельные условия для тех, кто хочет развивать аффилиат-бизнес. Пишите мне в личку и регистрируйтесь по ссылке в описании. Далее у нас есть вкладочка Gold. Я отправил ее в Maybe, то есть возможно эти проекты раздадут какой-то дроп, порадуют юзеров, которые делают так или иначе какие-то активности. Из них мы с вами видим несколько проектов. Кстати, сейчас пошел тренд не только в Monad экосистеме, но если мы разговариваем про Monad, это делать ребрендинг. То есть если мы с вами видели, что раньше было Hegemony, сейчас это Sherpa, раньше это был Monodex, сейчас BubbleFi, и также проекты, которые входят Molandak и Purple Friends, Discord проект MonadPad, общий был у этих двух проектов, он переименовался в Valoka. Но это совсем другая история, мы сейчас до конца, до этой альфы дойдем, там самое интересное, поэтому смотрите далее.
Итак, во вкладочке Gold лично, по моему мнению, есть интересные продукты DeFi. Если рассматриваем, например, мультипли, отрабатываю его, там мы фармим поинты. Также Monodex, на самом деле, то есть BubbleFi, он сейчас переименовался. Там я уже не так сильно делаю активности. Но есть один из интересных NFT проектов комьюнити, это Monadians. Вместе с Monadverse мы еще месяц назад заполняли форму на новую NFT коллекцию, которая будет называться Momo. Возможно, когда вы смотрите это видео, оно уже вышло. И как раз таки я и говорил совсем недавно, что эта NFT коллекция, по-моему, 555 всего будет NFT, как мне кажется, будет очень востребован. Идем далее. Если мы говорим мем, какие-то проекты, это площадка NatFun, где можно торговать мемами. Но так как я не приверженец мемов, особо никаких действий не делаю, но поинты раз в неделю захожу, покупаю, продаю, то есть минимальные действия. Возможно, этот проект раздаст airdrop, потому что о нем говорят, его поддержит, по-моему, сам Монат тоже поддерживал, поэтому присмотритесь. Кстати, напишите в комментариях, какой проект именно из этого списка вы считаете реально альфой, 1-2 проекта. После этого есть Poply, это лаунчпад, определенный лаунчпад, на котором будут выходить NFT коллекция. Мы еще там делали активности в DevNet, мы делаем активности в TestNet, какие-то роли тоже есть в LOG. Но в последнее время что-то они притихли. Если бы я составлял эту табличку, этот список 2-3 месяца назад, я бы, наверное, поставил в альфу этот проект. Пока что они немного притихли, но это не значит, что ребята как бы ничего не делают. Возможно, они сделают какой-то крутейший релиз. Наблюдаем, поэтому в maybe. Также проект Dusted, где мы можем раз в день заходить, собирать lasso поинты, получать VL на различные NFT коллекции. Но отправил я его сюда, потому что какой-то серьезной идеи на майонете я не вижу. Мне кажется, этот проект не будет популярен именно на майонете, быстро стукнет. Посмотрим, может ошибаюсь. Не знаю, для чего добавил сюда Exospirit, потому что они пошли вообще по странному пути. Не рекомендую вообще проектам так делать. Если вы позиционируете себя какой-то определенной блокчейн-экосистеме, например, как Monad, не нужно бежать раньше времени, как мне кажется, делать какие-то релизы в другой сети, к примеру, Polygon, как они уже делали NFT, если не ошибаюсь, поправьте, чтобы собрать там какой-то рейс. Не думаю, что это правильная затея, поэтому я его отправил в Gold. Скорее всего, нужно было отправить вообще в потенциал. И также есть несколько NFT комьюнити проектов, это Lamauch и Salma Hero. Посмотрим, что из себя они покажут. Они делают анонсы, они что-то интересное придумают, но какого-то серьезного потенциала я у них пока что, к сожалению, не вижу. Поэтому они во вкладке Gold. Большие чеки в крипте начинаются с правильных действий, и эту альфу ты найдешь, подписавшись на 2 полезных источника. Это наш телеграм-канал, отборные проекты, детальные гайды, психология рынка, аудио, видео, эфиры и дружная комьюнити. А также мой твиттер с кучей полезной информации и уникальным контентом. Рост твоих знаний и портфеля начнется с этих источников, поэтому не упусти свой шанс, подпишись прямо сейчас. Далее у нас идет более интересные, уже выше поднимаемся, это Diamond. Это высокий риск, что именно эти проекты раздадут своим суперактивным юзерам хорошие дропы. Из них также есть дексы определенные, это Hegemony, либо по-другому Sherpa. Также есть Octoswap, также есть Apriori и D-Roll. Все эти дексы так или иначе с одинаковыми функциями. Например, D-Roll больше позиционирует себя, если по-простому говорить, как свап-площадка. Hegemony, либо Sherpa позиционирует себя с искусственным интеллектом. У них расширенные вообще возможности. Очень круто с точки зрения технического восприятия сделаны проекты, присмотритесь. Sherpa. Сейчас лого немножко другой у них. Априори, в принципе, имеет фанрайз и большая доля вероятности, что они раздадут дроп. Octoswap тоже неплохо позиционирует себя, хотя в начале взломали их Discord, их ссылку, которую они выставляли, небольшой хейт полился, но сейчас все нормально. Поэтому присмотрите. Сюда же можно Fastlane добавить.
Шмонат, то есть 5 проектов. Также Монат совсем недавно, сейчас по подсказке вы можете увидеть, выставил 10 проектов, по его мнению, которые стоит присмотреться и делать активность. Понятное дело, что меня немного это расстроило, потому что большинство из них это беттинг-платформы, либо дексы. Понятное дело, что именно с этого сектора больше всего денег можно заработать, потому что люди любят риск, беттинг-платформы, люди любят дексы, торговать. Вот. И, конечно же, Монат будет поддерживать эти проекты. И думаю, несколько NFT-коллекций для вида, чтобы все-таки не терялся этот антураж Монада, они также будут поддерживать в топе и упоминать его на майнете. Исходя из того, что я сейчас сказал, проект Кизи достаточно хорошо себя показывает, хотя в последнее время почему-то перестал делать какие-то активности, надо возобновить. Но с точки зрения мобайл приложения, как это сделали, то есть вы просто добавляете на рабочий стол иконку, заходите, очень круто сделано, мне прям нравится, хотя это беттинг платформа, не совсем я это люблю, но как это сделано, мне доставляет удовольствие с точки зрения визуала. Далее большие ставки у меня на Bean Exchange, это биржа, также с различными функциями, там можно и добавить в стейкинг, и обменять одну монету на другую, свап-площадка, и основное позиционирование это фьючерсная торговля, Perpetual, Bean Exchange, то есть там различные есть ссылочки, и у них геймифицировано все, то есть там также собираете поинты, можете приглашать по реферальной ссылке, сделали круто, посмотрим, как будет на майнете. То же самое могу сказать про Kuro Exchange, у них есть лайт-версия для простого взаимодействия, обменять одну монету на другую, и также есть Pro версия, где вы также можете настроить своего NFT персонажа. Что именно он будет давать, мы не знаем, клуб персонаж, но так или иначе вы можете дополнять, одевать его различные атрибуты по редкости. Это прикольно. Далее у нас есть игровая платформа, которая называется Bridge of Estonia. Посмотрим, как они себя покажут. Пока что тишина, постоянно билдят. И несколько NFT коллекций. Это Lamao. Также у меня есть несколько ролей. Мне нравится, что они делают. NFT коллекция у них в принципе пользуется спросом. И Чок Старый, думаю, о нем вообще говорить не нужно. Он также неплохо себя покажет как NFT коллекция, думаю, она будет востребована. Прежде чем мы перейдем к альфа, то есть very high, это очень высокий риск, что мы получим дроп, что по-любому нужно отрабатывать. Вы можете зайти на каждый проект и посмотреть, какие активности прямо сейчас можно делать, потому что если я буду это рассказывать, очень долго затянется видео. Я просто показал вам основной упор, основную выжимку из 400 проектов, то есть вы можете посмотреть, зайти на таблицу такого твиттерянина, как Ниф, он там рассказывает, какие активности есть, более 400. И вот из этих 400 посредством из месяца в месяц я выбрал для себя вот эти 35 проектов примерно, даже можно до 20 сократить, в которых я проявляю повышенную активность, особенно в альфе, о которой мы сейчас поговорим. Первый проект, я думаю, не стоит вообще о нем говорить, это Haha Wallet, уже много о нем рассказал, это кошелек в Монаде. Там мы собираем карму, там получаем роли. Каждое воскресенье у меня есть прямой эфир в Дискорде, в русскоязычном сегменте, где мы разговариваем о рынке, как Haha Wallet. Поэтому обязательно заходите, присоединяйтесь, буду рад вас видеть. Далее у нас есть несколько NFT коллекций, которые, как по мне, кажутся максимально качественными. И именно их, если у вас позволяет баланс МОН тестовый, стоит приобрести. Это Purple Friends, это Molan Dax. А что именно они дают, то есть вы сразу уже сейчас можете увидеть, если перейдете на Alloco сайт, это бывший Monadpad, можете с Дискорда зайти, и там на сайте четко показано, что вы получаете за Purple Friends, то есть количество определенной аллокации токена Alloca, если вы удерживаете NFT, и то же самое за Molan Dax. Из этих двух, конечно же, Purple Friends больше профит дает, так как уровень больше этого лаунчпада вам присваивается, то есть аллокации больше. И также Molan Dax тоже дает свои плюшки. Помимо этого есть определенные NFT, например, Molan Dax Min Pass, который я также имею сейчас, более 10 тысяч мон он стоит. Это гарантированный VL, то есть вы получаете именно на майнете, гарантированно получите эту NFT. Поэтому обязательно присмотритесь. И Monadverse, вот также Monadverse является альфой. Порядка более, если не ошибаюсь, 300 тысяч. С Monadians вот они делают МОМА. И помимо этого мы собирали 8 частей
из этой коллекции, то есть раз в неделю выходила глава Monoverse NFT, где нам нужно заметить, либо вы можете со вторичного рынка получить. И последние две части будут выдаваться через VL. Как именно, мы с вами посмотрим, но рекомендую со вторичного рынка все эти Monoverse NFT-шки части приобрести. И также Spike Nuts, я думаю, не стоит что-либо говорить. Сильная комьюнити, грамотные фаундеры делают все возможное, чтобы позиционировать как правильная NFT-коллекция, грамотная NFT-коллекция по всем канонам, лично для меня, о которых я в предыдущих видео говорил. Ну и, конечно, главные фавориты после самого Monado — это DeFi, это DEX, которые могут очень неплохо раздать, потому что так или иначе они собрали определенное количество фанрайза, у них сильные команды, они знают, что делают. Это проект, который собирают TVL, и в принципе каждый блокчейн экосистемы ориентирован на DEX, на DeFi, на ликвидные стейкинги и так далее. Это Kinsu, где я являюсь амбассадором, так же как и в Amalgam. Kinsu, Amalgam и Magma — это троица, которая может очень хорошо себя зарекомендовать, поэтому если у вас есть лишние моны, обязательно туда их закидывайте. Как я делаю? Я раз в 2 дня захожу, делаю несколько транзакций, по 1-2 мона закидываю. То есть вот такие вот, помимо того, что набираю TVL этих монов, делаю множество транзакций. Это очень важно. Ну и напоследок, на десерт дам вам определенную понятие, как вообще будет распределяться airdrop в самом Monaде. Возможно, это коснется и экосистемных проектов. Я выделил 5 основных моментов по приоритету, что вы должны, скорее всего, иметь, чтобы получить либо претендовать на хороший airdrop. Первое — это, конечно же, Discord роли. Это основополагающая на данный момент мета, которой стоит придерживаться. Второе — это Proof of Humanity, то есть вы должны доказать, что вы человек, чтобы вы получили airdrop. Как именно, мы с вами увидим. У каждого проекта это по-своему. Это верификация NFT, это синхронизация KYC с биржей, еще какие-то действия. То есть везде по-разному. Подключение GitHub и так далее. Третье — это рекомендую получение ачивок. К примеру, в Monaде это 1 Millions, либо SBT токен, Soulbound токены, которые нам начисляют за то или иное действие. Вот эти моменты лучше не пропускать. Четвертое — это качество взаимодействия с различными контрактами, смарт-контрактами в экосистеме Monad. Ну и, конечно же, количество, это тоже важно. Под качеством я подразумеваю то, насколько ваша периодичность этих транзакций и сумма. То есть, если вы хорошие суммы вкладываете и периодичность у вас постоянная, то есть вы 2-3 раза в неделю делаете те или иные действия, желательно разные вообще делать, то тогда все будет окей. Ну и пятое — это минимальный тестовый баланс, хотя бы 5 мон, чтобы на момент снапшота у вас всегда было, а лучше 10. Если вы чекаете свои кошельки в определенных чекерах, не ориентируйтесь на них 100%, это просто дополнительная метрика, которая показывает, сколько людей, на каком вы месте, но это не точно, что исходя из этого чекера вы получите тот или иной airdrop. Друзья, если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на ссылочки в описании, пишите в комментариях, что понравилось, а что нет. Всем пока!